Мужчина таскает столько коробок такими прям стопками. Что на коробках написано, я не пойму. Курочка нарисована, что ли? Короче, он откуда-то оттуда, Пилич Маркет. Из Пилич Маркет таскает вот целую, приехал пустенький, целый себе грузовичок коробок натаскал. Наверное, куда-то сдаст и денежку заработает. Непонятно. Вот оттуда Пилич, видите, написано, таскает. А Алексей отстоял в одном банкомате огромнейшую очередь. Долго достаточно в Халбанке стоял. Вот. А народ молчит. С картами сунется в банкомат, потом без денег уходят. Молчит. О, видите, еще принес стопочку. Никто ничего не говорят, друг другу даже никто ничего не говорят. Ну и Алексей отстоял тоже очередь. Короче, в итоге денег в банкомате нет, какую-то ошибку банкомат написал. И он теперь во второй банкомат стоит, а во втором, говорит, люди получают деньги и нормально, в принципе. Короче, не знаю, стоит вторую уже очередь. Мы тут сидим уже, наверное, минут 15. Я сижу, а Алексей стоит в очереди. О, видите, накидывает. Да, курочка нарисована на коробках. Это, наверное, они откуда-то закупают, курочки продают, а коробки складывают, и потом вот мужчина забирает. Ну, он, скорее всего, потом куда-то сдает. Не просто ж так он собирает все это дело. Такие дела. Мы тут подошли, взломали в итоге Финансбанк для нашего друга Ирая. Портокал 2,50. 200 лир. Вот здесь можно остановить и посмотреть, сколько в Турции стоит оливковое масло, варенье. Апельсины по 2,50, грейпфрут 2,50, лимон 2 лиры. Оливковое масло 200-250 пятилитровки. Пятилитровки, да. Это получается литр за 40? 40-50. Пойдем. У нас пошел дождь, а мы приехали, знаете, куда? Вот это вот мы заведение посещали на этом фестивале еды в Адане. Вот. И нам очень понравилось. Теперь периодически мы сюда приходим, но здесь не сидим внутри, а берем, покупаем и идем домой, для вас снимаем в Банге. Мераба. Вот это вот вкусняшка с сыром. Пакет mi olacak, burada mı yiyeceksiniz? Yok, paket. Ne kadar? Peynirlisi 125, kıymalısı 150. Я не поняла. Вот я вам сказал. Peynirli ne kadar? 125, 125. 125, она же была 60. kıymalı 155. 155 каймали. Точно нам это надо? Не знаю, какой хочешь, подумал. 125, блин, сейчас я тебе скажу. 600, 700 с чем-то. 125 лир, ты готов? Нет, пойдем туда. Ну, пойдем. Что-то как-то обломились. Пойдем? Да? Tatlarımız var isterseniz. Kaşlarımız köfte var, tavuk çeşitleri var. Ekmek arası çeşitleri var. Sладости есть. Татлы ne kadar? Atom, hepsinin porsiyonu 125 lira. 25. 25. Ага. Kilosu da bunların 190. 190. Килограмм, 190. килограмм 190, порция Ama bunların 25. kilo hesabı yok. В общем, мы заехали опять на заправку не для того, чтобы заправиться. А тут, кстати, сколько бензин стоит? Зазырька. 4,13. 14-13, тут дешевле. Ну да, Мы по 14-21 заправили. да. Они уже, чтобы не устрашать людей, единички не пишут, да? А у них на этих... Раньше в голове не упало, что больше 10 лир может стоить. Я не застегнулась. В общем, мы созвонились с нашим другом, он нам сюда ныряй направо, нет? Куда? В поликлинику? Чтобы домой поехать. В поликлинику? Нет, чтобы домой поехать, направо езжай, нет? Сейчас повернем. А то я думала, ты сейчас опять на трафик иши собрался, нет? В общем, мы
Созвонились с нашим другом, он сказал нам, где они покупают воду дешевле, чем в магазине. А поскольку наших детей в частной школе не поят водой, мы купили упаковку воды для детей. Они таскают не по одной бутылке каждый день, а бутылку выпьют, потом наливают из дома опять. Выпьют и потом периодически там Это с заедем или сюда? выкидывает. Бимку надо что-то? Хочешь в Бимку пойдем, посмотрим вообще, глазами поторгуем, может какой сыр по акции прикупим. Пойдем. Сейчас зайдем еще в Бимку, посмотрим, что там продается. Чисто там лала-мале тут. Это все Арпач Бахшиш, да, еще? Да. Вот трубы навезли, надо будет делать здесь новый дренаж, скорее всего. Дренаж, да. Канализацию вряд ли такими бетонными будут делать. Парикмахерская работает. Ну, Вот раз наша такие, Бимка. что тут было закрыто, парикмахерская. Пойдемте посмотрим, что там. Такова селяньи. Хлеба-то нету. Надо будет через Почему? дорогу А вот идти, это что, вон не там хлеб хлеб. тебе? Это не хлеб. Ну то есть мы уже закушались, что это, короче, не хлеб. Лаваш мне вот этот нижний покажи. Может, лавашок? У меня там рецептик один есть. 12 адет, да? Ой, а что, он крошится, что ли? Какой-то он, да? Сегодня не толще. Ну, выбери поидеальнее. Поидеальнее? Да. Ой. Смотри, хот-доги. Хот-доги у нас еще не было на канале. Идеально. Просто Идеальнейший, бери телегу. Смотри, подовые есть хлеб за 5,40. Эти по акции. Бургерные кнеки. По 2 штуки. акции? А это 8,90, смотри. А, это другой немножко, да? И там меньше немного. Как меньше? 400 грамм. Тоже А там нет, там 800 с чем-то. там, да. Вот. Лады. Не хочешь тут хлеб? Как хочешь. Пойдем посмотрим, что еще. Печенье 11,50 стало. Не. Было дешевле, значительно. Смотрите, 119,95, 120 лир, 5-литровое растительное масло. Ой. Ну, слушай, вот эта солей, она не сильно подорожала. Мы летом по 9 покупали, сейчас 10 она. Ну, значит, Еще терпимо вот эта солей, да? нечему там дорожать. Ну, наверное. А вот помимо солей, вот эта классная штучка, что-то нету здесь. Шоколадная, это, которая у нас нечаянно открылась. На которой мы наслаждались. Вот это вот. Берем? Не, а что это то же самое? Только это светлое, это темное. Это В общем, шоколад с чем-то с орехами мешано. куча разных сладостей здесь. О, Маршмеллоу. Крупный такой, листовой, смотри, что. Кстати, смотрите, мы купили по 500 миллилитровую вот такие баклажки по 0,75, а в магазине 0,95. Так что в любом случае мы выгадали. Как-то так. А здесь 0,33 еще есть. Вот. 0,33 стоит дороже, чем мы купили, потому что 12 штук 8,90, а мы купили 24 штуки за 18. А нет, не дороже, чуть дешевле стоит, но 0,33 маленькие. У нас 0,5, да. А вот это вчерашнее, то, что нам очень понравилось. Сослу мисир называется. Они разные какие-то, коричневые и такое. Не-не-не, коричневый это вот фирма одна. фистык. Берем. Не надо. Вкусно же. Мисыр это Смотри, этот. какие еще штучки есть. Они, наверное, жестче. Это, наверное, для попкорна, я так думаю. Точно, она разлетается. Да. Вот. А вообще мы любили... Штучки были по лире вот эти вот летом. Ну, лиры 50 сейчас, да? Сейчас лира 50. Да. Ага. А вообще, какие мы печенье покупали коробками? Не помнишь, что-то я не вижу их. Соленые. Которые соленые мы покупали, в шоке они были. Прям Так они здесь тоже продавались, они везде продавались. Курабье они назывались. Там лежали курабье, но там как-то... Мы в Махмутларе покупали, в Биме именно. А вот они здесь, Леш, дальше немножко. Вот они, эти курабье, но вот они соленые. 11,50. Вот это соленые курабьешки. Ну да. А что ты не взял тогда, когда я тебя просила соленые?
А, не нашел. Да, конечно, не нашел. Пойди найди, глянь, как тяжело. Ага, Я вот это хочу взять. не надо. Соленый написано. Где? Тут. Нет. Если берешь, то вот эти 100% соленые бери. А, все, тут тоже молоко. Конечно. И там тоже молоко. Тузлу написано. А, Вот. Тузлу, видишь? вижу, вижу. Какой из тебя этот? Турчанин. Кокоса нету? Кокос вкусный. You love это гречка, овсяночка наша. 500 грамм овсянки 13,50. Умножаем на 6, грубо, если 60, 78, около 80 рублей полкило гречки. Ой, гречки. Почему гречка? Овсянки. Вот, имбирим какой-то здесь. Но у нас таких полно упаковок. А, килограммовые, не, у нас 700-граммовые. Монтар 8,90, 400 грамм. Недорого, да? Ну как, относительно. Дорого. На рынке стоит 20 лет такие же грибы. Так, йогурта нет по акции? Так, дети там уже подъедают. Смотри, видишь то, что мы купили 0,5, 95 куруш. Вот он, по акции, 19,90. Маленький. Ярым яглы. Так он маленький, 2500, но с другой стороны хватит, да? Пойдемте дорогу, в Мигрос сходим. Да нафиг надо, бери Мигрос- хороший. Мигрос всегда свой йогурт по акции подает. Так ты по акции взял все равно 29,90. За килограмм ты 9,97 отдавал. Бери, он дешевый. Тут получается десятка за килограмм. Он должен стоить 25 лир, а он 19 стоит. Реально это реальная акция. И он без акции даже 22. А потому что яром Неизвестно. яглы. Не неизвестная, а половина масляная. Типа оно, короче, более диетическое. А, Кефир здесь продается литр за 12,50. Вот. Что еще тут интересного? Бозо. О, фу. В Болгарии пробовали. Боза, это Старджина. такая редкостная А гадость. сарджина, видишь, что делают? Что такое старджина? Сарджина это корица. А, вот такой сыр 37,50 за полкилограмма. Так, что еще тут есть по акции? Да. Малоежек только акции интересуют. Такие мы. А потом вы спрашиваете, Да, как ну, вы смогли сосиски. накопить на... А потом эти люди нам рассказывают, а в России все есть, и все мы покупаем. Да, потом спрашивают, как вы можете квартиру собрать. накопить на квартиру, да. При том, что глобально прям вот мы миллионерами никогда не были. Вот смотри, Да. по акции 55,95 вот этот Айджа вот этого покупаем. Сырок? Сырок, да. Ну, возьми, что делать. Мы его по 30 сколько покупали? 30? Не помню. По 27 не было разве? Сейчас же дешевле. Каймак вот этот я люблю. Смотри, керем. Но он жирный, как сливочное масло. Еще посмотрю сейчас сыры. Так, ты взял за 55, да? 95. А вот здесь есть брынза, смотри, за 39. За 32 это 700 грамм. В общем, цены вот такие. Килограмм 39, 700 грамм 32 лиры. Кашкавал, кстати, здесь написано. Вот. В Болгарии такой сыр всегда кашкавал называют. Кашкавал, да, в Болгарии называется. Есть такой сыр твердый, назывался кашкавал. Да, 600 грамм. 72,50 килограмм получается. Угу. А этот 55,95. 55, да. А курочки нету, да, нашей? Курочка дальше Так, там будет. и? Она сейчас по 23 чем. Или какая тебе курочка, которая... Которые мы этот делаем. А сколько грамм? 250, да? Да. Тут мало, 400 раньше было. В другом магазине. Надо? Да, подумаю. Сегодня Алексей хотел детям включить звездочки вот эти. Но что-то как-то не сложилось. Вот, звонил, вернее, писал сейчас на почту друг. Записал, Эрай, в смысле. Вот, записал он наших детей опять на очередное рандеву, которое в прошлый раз мы отменили по поводу школы, школьных документов.
Получается, 8 февраля пойдем. 8 февраля пойдем. Это какой день недели, Леш, будет? Понедельник. Вторник, 7 понедельник. То есть дети в школу только пойдут, да? Да. Это будет вторник, и я хочу, чтобы он еще к ним позвонил и узнал, можно ли на это интервью пойти без детей. Да, на это рандеву. Вот. Без детей, потому что у детей будет учеба, мы бы их отправили на учебу, а сами бы поехали в Мерсин. Как раз по времени бы успели бы, да, и детей завести, и в Мерсин уехать. Вот. В общем, что я вам хочу сказать? Ту информацию, которую мне предоставила Снежана, ну, она тоже не со зла, конечно же, это сделала, она сама не знала, потому что сама она документы переводила. А как оказалось, переводить не нужно ничего. В итоге мы, слава богу, я успела отменить, у меня есть присяжный переводчик, женщина, она сказала, что поставит свою печать, если не нужна нотариальное заверение, а нотариальное заверение там не требуется. Вот. Но у нас возник такой вопрос. Я ей отправила табель успеваемости мальчишек, чтобы она перевела. А Эрай говорит, что приказ о выбывании тоже нужно перевести. Но это дополнительно, за каждую бумажку она еще со скидкой берет 160, за каждую бумажку по 80 лир, за 2 бумажки, 2 табеля я ей отправила, должна была заплатить 160 лир. Я Ираю говорю, ты понимаешь, что если 2 приказа сейчас я ей отправлю, это еще 160 лир? Он говорит, я понимаю, но ты же, говорит, у нас немножко небольшой спор, мы постоянно с ним спорим, это вообще в порядке вещей, уже никто не обижается даже на это. Он начинает мне объяснять, ты, говорит, у тебя есть логика, ты, говорит, умная женщина, говорит, должна понимать, если они запрашивают эти документы у тебя полностью на русском и на кириллице, как ты считаешь, нужен им перевод этих документов или нет? Я говорю, я не знаю, с одной стороны нужен, а с другой стороны, блин, это еще 160 лир. Ты можешь, говорю, позвонить к ним? Он там стал, короче, говорить мне, что я не буду звонить, сама подумай, зачем им такие вопросы задавать, если это вполне логично. Вот, я говорю, ну и ладно. Я говорю, не буду делать на свой страх и риск. Вернее, я ему это не сказала, я говорю, ну ладно, нет, так нет, все, окей. Я даже уже не обижаюсь на эти вот такие подобные разговоры между нами. Это вполне норма. Вот, он со мной разговаривает, как со своей дочерью. Я могу рявкнуть тоже, там что-то возразить, как со своим родным отцом. Собственно, почему я его всегда называю папа Ирай, а он считает меня своей дочерью. Вот, ну, в общем, мы с ним вот так поговорили, я говорю, ну, нет, окей, нет, так нет, все, я не буду никого уговаривать, нет, все, окей. Вот, этот разговор у нас был ночью, часа в 2, они допоздна не спят, сейчас время, на момент съемки у нас час, мы тоже не собираемся еще пока спать, они часов до 5 вообще не спят, мы часа в 3 все равно с Алексеем ложимся спать. Вот, ну, мы с ним, в общем, поговорили, вот это вот ночью все это дело было. Мы с Алексеем потом поговорили, я говорю, слушай, давай сделаем так, мы просто поедем туда. Если нам скажут, не делайте перевод приказа, тогда я свяжусь с переводчицей и спрошу, может ли она нам срочно сделать, ну там в течение нескольких часов. Мы бы по Мерсину погуляли бы, она бы нам сделала все в электронном виде, и мы бы отправили. Вот. Если она не сможет сделать это срочно, ну тогда вернемся домой, в другой день поедем. Ничего страшного здесь такого, мы никуда не спешим, мы ничего там не потеряем, если мы придем на рандеву еще раз в другой день. Или там даже не на рандеву, а просто привезем, донесем документы. Я говорю, не буду тратить лишние эти 160 лир. И что вы думаете? На следующий день, ну, естественно, мы допоздна не спим, потом допоздна спим. И они точно так же чуть ли не до утра не спят, а потом после обеденного времени спят. Значит, в районе 4 вечера на следующий день мне звонит Эрай, а я уже заказала, значит, табеля, чтобы мне перевели.
а приказы не стала заказывать. Мне звонит Ирай на следующий день в районе 4 вечера, в 5 часу даже вечера. И говорит, я позвонил в Министерство образования, мне сказали, что не нужно переводить вообще никакие документы, потому что есть, говорит, русскоговорящий сотрудник, который все это читает и понимает. Поэтому табеля тоже переводить не надо. Я на время смотрю, переводчицы я накануне ночью заказала, в 11 вечера заказала, даже позже, наверное. Вот, на время смотрю, время 5 час. Блин, говорю, если она уже начала переводить, то, естественно, придется ей заплатить. Ну, как бы, это же ее работа, правильно? Вот, ну, а приказы, как я и не собиралась, так я и не буду их уже заказывать. Я говорю, давай сейчас я ей позвоню, даже не сообщение буду писать, а позвоню, узнаю. Если она начала, то окей, все, пусть останавливает перевод, я ей просто заплачу эти 160 лир, нам перевод не нужен, скажу. Вот. А если она не начала, значит, я отменю этот заказ. Короче, каково было мое счастье, что она, когда я ей позвонила, не начала. Я ей задала вопрос, здравствуйте, как дела, ла-ла-ла. Скажите, пожалуйста, начали ли вы переводить наши документы? Она говорит, нет, я сейчас доделываю свои дела и собиралась там, ну, примерно через час начну. И вот тут я ей говорю, отмените, пожалуйста, наш заказ, потому что вот наш друг позвонил в Министерство образования, сказали, что переводить ничего не нужно. Да, хорошо, спасибо, что предупредили, хорошо, что я не начала, тоже такая очень и очень хорошая переводчица у нас, очень такая добрая, постоянно. Она сначала сказала 200 лир, я говорю, ну, мы же у вас постоянные клиенты, для постоянных клиентов скидка есть, она говорит 160 в итоге, вот. Как-то так, друзья, в итоге мы поедем туда, но нам нужно будет, я расскажу, сниму еще видео, какие документы мы с собой туда отнесем, нужно будет сделать копии этих документов, пойдем спустимся к Ираю, он специально уезжая для таких целей на все наши телефоны установил приложение к своему принтеру, и мы теперь можем на его принтере печатать. Пойдем спустимся к Ираю. Все дела эти распечатаем, копии сделаем и поедем в следующий вторник на рандеву. Надеюсь, что нам разрешат поехать с Алексеем вдвоем, мы вдвоем и поедем. Я к тому предыдущему рандеву готовилась, пирожки нажаривала, тоже что-нибудь приготовлю, пойдем с тобой на лужайке, усядемся, мукбанг снимем, да? Погуляем по Мерсину. Не удалось, конечно, с детьми погулять по Мерсину, так они у нас и просидели. Вот такие у нас, друзья, дела. Буду уже заканчивать этот влог. Если видео понравилось, ставьте обязательно пальчики вверх, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы вам сообщали о наших новых видео. Пишите комментарии, нам очень приятно с вами общаться. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока, приходите еще, увидимся снова.